Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это прогноз на июль 2025 года для восходящих раков. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильные прогнозы, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также размещена в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. Также я прошу вас обратить внимание на то, что если вы не знаете точное время своего рождения, то тогда постройте свой гороскоп на то время, которое вам известно, и посмотрите, в каком знаке зодиака находилась Луна и Солнце в момент вашего рождения. И для знака зодиака Луны в первую очередь, а потом для знака зодиака Солнца. В таком случае вы тоже можете смотреть прогнозы. Теперь давайте говорить о тенденциях июля 2025 года для восходящих раков. 10 июля состоится полнолуние в вашем шестом доме гороскопа. Полнолуние — это период завершения. Шестой дом гороскопа — это дом труда, дом рутины, дом препятствий, врагов, долгов и болезней, и лечения. Поэтому полнолуние в шестом доме гороскопа может означать у кого-то из раков, кстати, это может быть увольнение с работы, у кого-то это может быть смена должности, у кого-то это может быть смена спортзала, например, либо окончание какого-то лечения, посещение какой-то поликлиники. Это может быть, допустим, поход в милицию или что-нибудь такое. Также это может быть просто окончание какой-то привычки, условно говоря, когда вы даете себе зарок больше этим не заниматься. С 13 июля по 28 ноября в вашем девятом доме гороскопа, в доме удачи, в доме обучения, в доме зарубежных поездок, отца, учителя, руководителя будет ретроградным Сатурн. И, как всегда, ретроградная планета создает задержки, препятствия, либо возможности дает вернуться и доделать то, что мы когда-то начинали и не сделали, по тем событиям, обстоятельствам, на которые она указывает. В вашем случае ретроградный Сатурн в девятом доме гороскопа. Конечно, это в первую очередь про отношения с отцом, учителем, руководителем, про какие-то договоренности, которые могут нарушаться, либо возврат к каким-то договоренностям, которые были раньше. Также это обучение. Это обучение, на которое вы можете поступать, либо уже поступили, и, допустим, вы можете возвращаться к тому обучению, которое вы раньше выбирали и не выбрали. Также вы можете поднимать вопросы каких-то обязанностей или обязательств, которые вам давались, когда вы, допустим, покупали обучение, когда вы поступали на обучение, пересмотр чего-то. Кроме этого, Сатурн в девятом доме гороскопа, вот ретроградность Сатурна, может давать такие вопросы, когда неэффективными будут с первого раза походы совместные, например, с партнером к нотариусу, к адвокату, к какому-то человеку, который вам должен дать совет, помочь оформить документы. Это могут быть даже перемены планов по зарубежным поездкам совместным, не только с партнером, но и с командой какой-то, с рабочей, например. И вопросы, конечно же, касающиеся различных процедур в государственных органах. Но это может быть и так, что у вас появится возможность сделать то, что вы не делали раньше, бюрократические какие-то процедуры, также процедуры, касающиеся, вот как я сказала, учебы, зарубежных поездок и так далее. С 14 по 20 июля примерно в этом районе Марс и Кету будут соединяться в вашем втором доме гороскопа. То есть Марс достаточно долго будет, но вот именно транзит, совместные соединения Марса и Кету будет в районе 14-20 июля. Кету подобен Марсу, он обладает такой же природой, как Марс. Почему? То есть Кету в целом это планета ограничений каких-то, но почему он подобен Марсу? Потому что он действует так же, как Марс. Резко, внезапно, импульсивно и неожиданно. И поэтому можно сказать, что в вашем втором доме гороскопа соединится два Марса. Две планеты, обладающие одинаковой энергией.
И второй дом — это дом денег, дом ресурсов. И это либо какое-то отстаивание своих денег, либо какие-то странные истории по финансам, либо это могут быть какие-то резкие перемены в финансовых вопросах. Вообще, конечно, сам по себе транзит Марса и Кету по второму дому гороскопа может давать очень серьезную озабоченность финансовыми вопросами, споры какие-то финансовые. Но также это период, когда вы можете импульсивно очень много тратить денег на то, что вам не нужно, на такие вещи, которые вам не пригодятся. То есть это покупки спонтанные, неосмысленные, просто по желанию. Но помимо этого, само соединение Марса и Кету может давать тоже опять по учебе какие-то странные ситуации, когда вас, допустим, добавили на учебу, а потом раз, и вы не можете войти там в какой-то рабочий кабинет. Странные ситуации по статусу тоже могут быть, когда вы вроде как подали, допустим, какое-то заявление на получение статуса, а оно где-то затерялось. То есть вам нужно будет перепроверять, скорее всего, какие-то такие процедуры, перепроверять, что вы покупаете тоже. Вот если особенно у вас будут крупные покупки, то вам нужно перепроверять, чтобы все было четенько. Ну и, конечно, второй дом — это дом питания, и поэтому могут быть такие истории, что кто-то, например, на какой-то диете, а потом раз, Марс с Кету соединяются, какой-то резкий срыв. То есть вы должны тоже понимать, что если вы стремитесь вот в этот период, когда Марс идет по второму дому гороскопа, что у вас сейчас есть тенденция на то, что вы как-то контролируете свое питание, то могут быть просто соблазны какие-то, от которых вам придется держаться. Само по себе еще соединение Марса и Кету во втором доме гороскопа может означать получение тайных доходов от творчества, от торговли какой-то, от темы детей, от инвестиций, от статуса, например, где вы выполняете чужую роль, либо кто-то за вас действует как представитель, а вы, грубо говоря, чужими руками жар разогреваете. То есть могут быть какие-то странные истории, но, скорее всего, временные. 16 июля в ваш первый дом гороскопа зайдет Солнце и будет там до 16 августа. Транзит Солнца по первому дому гороскопа — это транзит всегда классный с той точки зрения, что мы становимся яркими, заметными. То есть до этого мы как будто бы иногда уходим в ракушку, не хотим светить. А когда Солнце заходит в первый дом гороскопа, просыпается наше эго, амбициозность, статусность. Это период, когда кто-то может ходить, допустим, по собеседованиям или где-то выступать скорее даже. То есть какая-то вот такая минутка, условно месяц публичности, когда вас могут чаще куда-то приглашать или когда вы сами можете чаще о себе заявлять. Также транзит Солнца по первому дому гороскопа указывает на трату денег на себя, вложение денег на себя. У вас в этот период ваши доходы будут зависеть от того, как вы выглядите, как вы говорите, как вы выступаете. То есть где-то, может быть, вы сможете заработать как человек, который занимается самопрезентацией. И у вас будет такой достаточно серьезный фокус на вас самих. К тому же у вас там Меркурий в первом доме гороскопа в июле. И с 18 июля по 11 августа Меркурий станет ретроградным в вашем первом доме гороскопа. А когда Меркурий идет по первому дому гороскопа, это мы что-то чаще всего про себя рассказываем, как-то себя позиционируем. И могут быть какие-то новости, информация, касающаяся вас самих, которые будут менять направление вот ваших презентаций. То есть сегодня я про себя рассказываю вот так, завтра я про себя рассказываю вот так. Могут меняться планы, касающиеся ваших документов, коротких поездок, опять же, курсов, хобби, отношений с друзьями, может быть, либо в отношениях с друзьями может что-то меняться. И еще ретроградность Меркурия может менять ваши планы по поездкам и по партнерству. Допустим, вы можете в поездках где-то знакомиться с какими-то людьми, и в этих же поездках, например, вы познакомились с какими-то людьми, и в этих же поездках, допустим, вы уже договариваетесь на какую-то повторную встречу, потом меняете эти планы, потом опять меняете, то есть могут быть такие задержки и препятствия. Но мы не всегда ощущаем прям как очень сильное сопротивление, когда идет ретроградная планета период. Мы чаще всего получаем какой-то вот в каком-то вопросе отворот-поворот, не сейчас.
и этот вопрос забывается на какое-то время, а потом появляется возможность этим вопросом опять заняться. 24 июля состоится новолуние в вашем первом доме гороскопа. Ну, это прекрасно, вот опять же, вот про вас самих, да, новолуние в первом доме гороскопа — это новый имидж, новая, может быть, гардероб новый, новый статус, новая репутация, у кого-то даже новая работа. То есть что-то новенькое про вас самих. Не всегда значительное и глобальное, но тем не менее у вас фокус такой: Меркурий и Солнце на первом доме гороскопа. То есть привлекать внимание к себе. И что-то в этом есть, и что-то из этого, наверное, выгорит. 26 июля Венера зайдет в ваш 12 дом гороскопа и будет там до 20 августа. Вот транзит Венеры по 12 дому гороскопа, который отвечает за дальние поездки, за уединение, за творчество, это, конечно, период, когда вы, во-первых, можете переехать, либо отправляться в такие дальние поездки, допустим, из города в город, из страны в страну, ездить по работе, либо с какими-то творческими целями, либо с целями, допустим, покупать косметику, покупать одежду, либо где-то, может быть, в женском коллективе куда-то ездить. Также транзит Венеры по 12 дому гороскопа в целом может давать в этот период много творчества в работе, либо много каких-то мероприятий развлекательного характера, но именно связанных с работой. Может быть период для кого-то из-за раков, продажи машины, транспорта, либо отправки его куда-то в другую страну, либо в другой город. А в этот же период кто-то может выводить деньги со своих счетов в другие города и страны, либо закрывать счета. Есть период какой-то разлуки с друзьями, либо встречи с друзьями где-то в других городах и странах. Такая интересная история. Но в целом это нормальный транзит Венеры по 12 дому гороскопа. Будет много творчества, скорее всего, или чего-то вот такого развлекательного. И 28 июля в ваш третий дом гороскопа заходит Марс, и будет он там до 13 сентября. Это интересно, потому что ваш статус, ваша репутация, ваша карьера будет полностью зависеть в этот период от ваших собственных усилий. Ваши успехи в учебе, успехи ваших детей, успехи инвестиций, успехи ваших каких-то мероприятий публичных. Все будет зависеть от ваших собственных усилий. Транзит Марса по третьему дому гороскопа может давать ракам, кто работает, переподписание контракта. Но это не повышение в должности, а просто, допустим, переподписание контракта, работу с друзьями. Активное в этот период у вас будет навязывание контактов, то есть вы можете активно ездить с кем-то, знакомиться, предлагать свои, может быть, услуги, либо еще каким-то образом навязывать контакты. Также это период частых командировок по работе, если вы работаете, период, когда будут оформляться документы на учебу, на детей, на творчество, либо, может быть, по вопросам организации каких-то мероприятий, в короткие поездки ездить. Но в целом этот период будет очень активный, потому что третий дом — это дом собственных усилий. Марс — это планета активности. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на июль 2025 года для восходящих раков. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.